Друзья, привет! Меня зовут Роман Стикс. В этом видео расскажу о том, как я сводил кавер-версию на песню All of Me. Этот кавер мы записали совместно с замечательным гитаристом Андре Масу. Я сейчас включу фрагмент этого трека. Ссылку на полную версию вы найдете в описании, так что сможете послушать ее целиком. What would I do without your smart mouth? Drawing me in and you kicking me out. You've got my head spinning, no kidding, I can't pin you down. What's going on in the... Ну, я не буду проигрывать сейчас весь трек целиком. Скажу только, что в этом треке участвует латинская перкуссия, кахон, шекере, бонго, конго, маракасы, треугольник и так далее. Тут живой контрабас. You love your curves and all actions. Give your all. Множество акустических гитар, бэк-вокалы и основной вокал. Есть части, где звучит довольно много бэков. Cards on the table, we both showing hearts. Risky and although it's hard, I'll give you all. Сэмпловых инструментов в этом треке нет, это полностью живая запись. В этом видео я обзорно расскажу о технике, методике, которые я использовал при сведении. Итак, сводил я это по системе мульти-бас. То есть все инструменты распределены между подгруппами барабанов, широких инструментов разных, бэк-вокалы, спецэффекты, то есть, я имею в виду ревербераторы и прочее. И основной бас, он используется в данном случае для вокала в основном. И от этих обработок очень много зависит. Я вам сейчас покажу, насколько много звучания формирует именно бас, вот эта обработка. Вот я выключил все бас-обработки, послушайте, какой звук без них. All of you, love your curves and all your edges, all your perfect imperfections. Give your Теперь с обработками. perfect imperfections. Give your all to me. I'll give my all to you. You're my end and my... То есть бас-обработки действительно дают вот эту плотность, ширину, насыщенность, сатурацию, компрессию. Включу отдельно, как звучит перкуссия. Кахон является основной движущей такой силой здесь. Тут у меня две дорожки, они объединены в группу, и вот на ней стоят обработки. Основная движущая сила в треке — это кахон. Послушаем его. Основная обработка сделана на Channel Strip LA6176. Такое название, потому что тут фактически мы имеем 76-й компрессор, вот в этом режиме. И здесь у нас преамп как бы. Компрессия здесь не сильная у меня использована. Как видите, совсем немножко срабатывает компрессор. Также здесь приподнят низ на 1,5 дБ. Но я активно использую параллельную компрессию, поэтому помимо вот этого всего у меня есть посыл еще на 160 dBx. Есть и другие различные ревербераторы, параллельный 1176. То есть параллельная компрессия плюс компрессия на канале — это стандартный такой подход. Плюс компрессия на подгруппе и плюс компрессия на мастере. То есть компрессия сделана ступенчато. Пойдем дальше. Быстренько посмотрим, что еще здесь интересного. Допустим,
Конго. Что тут интересного? В этом треке я довольно много использую такой плагин, как Waves IDX, Intelligent Dynamics. Мне он очень понравился. Фактически это такой динамический процессор, который наиболее загруженные динамические частоты в звуке компрессирует. Это что-то вроде умного мультибенд компрессора, который сам понимает, какие частоты следует ослабить, чтобы они не перегружали общее звучание. И здесь он как раз работает. Видно, что наиболее загруженная область у них 250 Гц, вот он на нее и срабатывает. Я вам могу также показать, что он у меня используется и на основных инструментах, например, на вокале. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves all of you. Love your curves and all. Очень простой в использовании, я это люблю, в работе это очень ускоряет процесс. Хотя на вокале, как вы видите, у меня очень много всего, достаточно много компрессоров, то есть и этот мультибенд компрессор, и вот здесь идет 76-й компрессор от Universal Audio, и дальше еще и Pro C, и параллельная компрессия, естественно, тоже 1176, дальше LA2A с эквализацией от Pultec. То есть опять подход гибридный, то есть компрессия на каналах плюс компрессия через посылы. Итак, я немножко перескочил на вокал, но вы поняли суть как бы подхода. Послушаем контрабас. And all your edges, all your. Ну, тут помимо базовой эквализации опять использован IDX, Intelligent Dynamics. Я могу показать с ним и без него. Дальше у меня использовано подавление шума, потому что контрабас был записан в таких условиях, где шум реверберации довольно сильно был слышен. Я вам сейчас покажу. И не только шум реверберации, но еще и такое шипение было. Этот плагин неплохо справляется с очисткой. Дальше, чтобы избавиться от таких наиболее резких трензиентов в контрабасе, я использую Suse. Curves and all your edges, all your perfect imperfections. Плюс, конечно же, Airbus для еще такого большего фундамента низкочастотного. Далее, посылы параллельные, как обычно, я люблю использовать, так что они тут тоже есть. Ну, здесь 1 на 1176 посыл. Итак, давайте послушаем соло, которое звучит в интро. Оно состоит из 2 гитар. Как вы видите, тут на гитаре немножко эквализации, дальше она идет в группу, на которой применено много всего. Опять первым стоит Intelligent Dynamics. Следующим плагином идет Oxide Tape Recorder. Благодаря этой пленке гитара очень хорошо фокусируется в средних частотах, то есть она становится очень собранной. Давайте послушаем в миксе. Я буду включать и выключать Oxide Tape Recorder. Очень приятно звучит эта пленка. Ну и дальше у меня есть такие плагины, как Waves Fetter для
плавного low shelf, такого подъема, чтобы дать еще больше тела гитаре. И сьюз для отсутствия резкости. Дальше разные мои параллельные компрессоры и реверберация. Дальше вот эта вот гитара. Посмотрим, что на верхней гитаре. Первым идет опять Intelligent Dynamics, дальше опять Oxide, дальше Neve, подкрашивается вверх немножечко здесь и середина. Но этот преамп очень хороший, он, даже если вы не пользуетесь в нем блоком эквализации, он все равно вносит гармонические искажения, которые звучат очень приятно. Кстати говоря, если вы хотите поднять уровень своих миксов, и вам это все интересно, как работать вот с мультибасовой системой, с параллельными компрессорами и так далее, в описании к видео вы найдете ссылочку на двухмесячный интенсив. Потоки у нас идут примерно с интервалом 2-3 месяца. Само обучение длится 2 месяца. Так что записывайтесь и добавляйтесь на следующий поток. По поводу реверберации интересный момент. Гитарист Андре Масу очень внимательно и детально относится к тому, как звучит реверберация для гитары. И мы подбирали эту реверберацию, чтобы она была действительно, передавала эмоции гитары, как бы дополняла ее естественный звук. Итак, вот что стало основным ревербератором. Это импульсный ревербератор от компании Liquid Sonics, и в него я загрузил пресет из Bricasti M7. Это легендарный ревербератор, и вот здесь мы видим London Plate загружен. Сейчас я вам покажу, как он звучит, утрированно. Очень красивый звук, не правда ли? Итак, пара слов про вокал. Вокал был записан в очень бюджетный простой микрофон AKG P120. В отличие от дорогих ламповых микрофонов, у него немножко не хватало вот этой округлости по низким частотам, и поэтому я ее добавил искусственно. Я вам сейчас покажу, как это было сделано. Возможно, вы будете удивлены, может быть, кто-то будет удивлен, но можно использовать Airbus плагин, в том числе и для таких инструментов, как вокал. Только частоту нужно поставить повыше. Тут она выкручена до конца на 256 Гц, и вот эта зона, она утепляется и дает очень хороший эффект. What's going on in that beautiful mind? I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy. Сейчас я утрированно поднял Airbus специально, чтобы вы услышали этот эффект низкочастотного такого утепления. Сейчас оно звучит утрированно. Но если вы работали с ламповыми микрофонами, такими как Bock, Telefunken, Neumann, вы могли заметить, что именно вот у ламповой серии микрофонов, раритетных таких микрофонов, у них низ, в нем присутствует вот этот какой-то призвук такого тепла. И когда у вас какой-то используется недорогой микрофон, в котором его нет, это очень неплохой способ добавить это тепло. I'm on your magical mystery ride, and I'm so dizzy, don't know what hit me, but I'll be alright. My head's on the wall. Главное, будьте внимательны, не перестарайтесь с этим. Обработка вокала выстроена во многом за счет параллельных цепей. Я вам сейчас покажу, вот если убрать параллельные все эти цепочки, что получится. Know what hit me, but I'll be alright. My head's on the water, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind, 'cause all of me loves all of you. Love your curves and... Ну, я думаю, вы услышали, что от этих посылов меняется присутствие вокала, открытость, ну, объемы, само собой. Почему так? Потому что параллельные обработки, такие как 1176, такие как LA2A с эквалайзерами Pultec,
Ну, про реверберацию рассказывать не буду, тут все понятно. Кстати, очень мне понравился даблер из Topline, из вот этого плагина от UAD. Послушайте, покажу утрированно. Everything fine. You're crazy and I'm out of my mind. 'Cause all of me loves. You're crazy and I'm out of my mind. У меня он подмешан совсем немного, то есть я не хотел явного эффекта даблера. Пара слов про бэк-вокал. Cause Что тут у меня использовано? Ну, базово на самих каналах, как вы видите, я использовал IDX. Использую опять нивовский преамп, то есть тут ничего такого сверхъестественного нет. Но, разумеется, я использую посылы на параллельную компрессию опять, вот 11.7.6 тут можно встретить. И сама обработка на группе, она дает основной вот этот звук. Я вам сейчас покажу. Вот давайте я ее выключу. Тут стоит очень классный компрессор, вот этот Capital Mastering компрессор. Он дает очень хороший такой характер ламповый. Дальше по поводу мастеринга, быстренько. Какие-то перегруженные спектральные зоны я откорректировал мультибендом. FabFilter Pro MB, шикарный мультибенд. cards on the table we've all. У акустических инструментов бывает, что нижняя середина может быть чуть перегружена, и вот здесь он ее хорошо контролирует. Дальше Chandler Germanium компрессор. Ну, он незаменимый, шикарный компрессор. Perfections. Give your all to me. I'll give my all to you. You're my. Прекрасно уплотняет звук. Дальше я вам хочу показать такой тизер. У меня скоро выходит свой авторский плагин. Это Mastering Enhancer. Что он делает? Он насыщает трек гармониками. Mid и side насыщаются по-разному. Плюс меняется немножко за счет этого частотная характеристика. Поднимается вверх, поднимается низ. Стереокартинка чуть-чуть расширяется. Тоже за счет вот этих гармоник. И дальше есть ручка Tilt, которая позволяет весь спектр чуть-чуть сместить вверх или вниз, чтобы финально отрегулировать вот эту окраску, насколько звук теплый. Если он избыточно яркий становится, его можно подкорректировать. Но я вам сейчас покажу, насколько читаемость микса открывается. Even when you're crying, you're beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse. My was distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing it. Если тилт уводим вправо, звук получается более яркий. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse. Если же хочется это насыщение сохранить, но сделать звук более теплым, то уводим тилт влево. Beautiful too. The world is beating you down. I'm around through every mood. You're my downfall, you're my muse. My was distraction, my rhythm and blues. I can't stop singing, it's ringing in my head for you. My head's underwater, but I'm breathing fine. You're crazy and I'm out of my mind. На данный момент плагин этот пока не вышел, но если вы хотите приобрести его, как только он выйдет, по специальной цене, то по ссылочке в описании добавьтесь в специальный лист ожидания. Если у вас есть какие-то тематические вопросы по сведению этого трека или схожих треков, пожалуйста, пишите в комментарии. Полную версию трека вы можете послушать на всех музыкальных стоках. Ну и увидимся в новых роликах. Пока-пока!